Привет, Арми. Когда Чингук был онлайн и случайно перепостил забавное видео с подписями «Взгляд от первого лица», как я не хочу брать вещи в поездки, не испытывайте мою лень, любая поездка, которую я могу избежать, хорошая, мы сразу же вспомнили о его самой искренней и настоящей стороне. Видео было простым, но таким характерным для Чингука. То, как он смеялся над своими маленькими причудами, создавало ощущение тепла и близости. Этот момент напомнил нам о том, как мы играли в камень, ножницы, бумага и проигрывали, а потом приходилось нести все продукты сразу. Такие мелочи всегда остаются с нами, не из-за драмы, а из-за его искренности. Чингук всегда оставался самим собой, даже в самых пустяковых вещах, и именно в этом заключается его очарование. Когда мы скучаем по нему, такие простые моменты кажутся такими значимыми, как будто он знал, когда нужно вставить какую-нибудь шутку, чтобы заставить нас улыбнуться. Многие из нас тоже скучают по Ви, мы скучаем по тому единению, которое мы так часто видели. Но ожидание не означает поражение. Ожидание – это пространство для укрепления доверия. Мы считаем дни с надеждой. Я представляла, как они снова окажутся вместе перед камерой, не просто чтобы увидеть их взаимодействие, а чтобы вновь пережить ту энергию, которая всегда ощущалась между ними естественно, связь, которая никогда не требовала преувеличенных жестов или громких слов. Всего один взгляд, одна легкая улыбка, и все казалось ясным. Что наиболее отличительно в Тэхёне и Чингуке, так это то, как они понимают друг друга, не нуждаясь в объяснениях. В их глазах всегда есть неслышимый, но настоящий разговор. Когда Чингук показывает свою жизнерадостную сторону, как в том видео, легко представить, как улыбается Тэхён, так хорошо зная эту привычку. Именно такое взаимопонимание привлекает к ним так много людей. Простые детали, такие как признание Чингука в том, что он предпочитает носить все сразу, потому что ему слишком лень ходить туда-сюда, кажутся такими человечными. Эта маленькая привычка не просто шутка, это отражение характера, честные, расслабленные и искренние, качества, которые Тэхён прекрасно понимает. Потому что близость, сложившаяся за годы, делает мелочи основой. Мы также помним момент, когда Тэхён предложил ему поднять сразу 3 стула, и Чингук сделал это без колебаний. Была шутка, был небольшой вызов, была подразумеваемая гордость. Все это казалось легким и в то же время значимым, как когда Тэхён попросил его спеть, и Чингук в шутку попросил 500 вон взамен, а затем спел измененные слова с понимающей улыбкой. Такие моменты не нуждались в долгих объяснениях, потому что их выражения лиц говорили сами за себя. Еще одно часто вспоминаемое воспоминание, когда Тэхён мягким голосом попросил Чингука приготовить еду, и Чингук согласился без особых возражений. Были объятия, была близость, было чувство комфорта, которое трудно подделать, небольшие жесты, короткие прикосновения, взгляды, которые задерживались немного дольше. Все это создавало картину искренних и теплых отношений. Многие спрашивали, почему их стали видеть вместе реже, но молчание не обязательно означает дистанцию. Отношения, построенные годами, не рушатся только потому, что внимание к ним ослабевает. Прочный фундамент не нуждается в постоянных доказательствах. Важно не то, как часто вас видят, а насколько глубоко вы знаете друг друга. За эти годы Тэхён и Чингук демонстрировали схожие модели поведения, смотрели друг другу в глаза, неосознанно придвигались друг к другу чуть ближе, становились более расслабленными, находясь рядом. Чингук, вероятно, ведет себя так же перед многими людьми. Но их выражения лиц часто незаметно меняются, когда рядом Тэхён – это небольшая деталь, но заметная для тех, кто обращает внимание. Взросление также приносит изменения. Возможно, раньше они были более экспрессивными, теперь они кажутся более спокойными и собранными, но это не уменьшение, а рост. Уверенность заменяет потребность в внимании, уверенность заменяет потребность что-то доказывать, и близость больше не нужно демонстрировать на показ, достаточно просто быть рядом, достаточно просто знать друг друга. В конце концов, это простое видео о Лене, когда они носят багаж, было не просто шуткой, это было напоминанием о том, кто такой Чингук на самом деле, светлый, искренний и полный тепла, и в каждой его улыбке многие из нас находят повод продолжать верить, что независимо от того, через какой этап они проходят, заложенный ими фундамент не потерян. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы увидеть, как они снова засияют, вместе, по-своему, без необходимости перебарщивать, без необходимости что-либо доказывать, просто будучи самими собой, как всегда. Ожидание может показаться долгим, но каждый прошедший день подтверждает причины нашего присутствия здесь.
Потому что мы болеем не только за внимание публики, мы болеем за их путь, за их рост и искренность, которые они демонстрировали с самого начала. Мы видели, как Чингук превратился из мечтательного подростка в более спокойного, вдумчивого взрослого, и мы также видели, как Ви развивался, углубляя и совершенствуя свое самовыражение. Каждый этап приносит свой оттенок, бывают моменты смеха, бывают моменты открытий, бывают моменты тишины, но тишина – это не конец, это часто пространство для дыхания, пространство для подготовки к следующему шагу, и именно в этом пространстве крепкие отношения обретают свою наиболее стабильную форму. Мы поняли, что не все нужно показывать, чтобы быть реальным, не все чувства нужно декларировать, чтобы сохраниться. Отношения, построенные на времени, опыте и совместном времяпрепровождении, не зависят от того, как часто их снимает камера. Они сохраняются благодаря небольшим привычкам, благодаря взаимопониманию без лишних слов, благодаря комфорту, который дают только два человека, по-настоящему знающие друг друга. Когда Чингук пошутил о своей лени носить вещи, это показалось простым, но именно эта простота делает это реальным. Мы видим их человечность, сторону, которая не искусственна, сторону, такую же, как у всех нас. И, возможно, где-то Тэхён улыбается этой знакомой привычке, потому что истинная близость часто заключается в мелочах, которые понимают только те, кто рядом. Со временем мы растем вместе с ними, мы учимся не только искать большие моменты, но и ценить детали. Один короткий пост, одна песня, одна улыбка, одно легкое предложение – все это служит напоминанием о том, что они все еще продолжают жить, все еще творят, все еще существуют, и этого достаточно, чтобы мы терпеливо держались. Предвкушение того дня, когда они снова будут стоять вместе перед камерой, похоже на свет в конце туннеля. Не потому, что нам нужны доказательства, а потому, что мы скучаем по той энергии, которую они создают, когда находятся в одном пространстве. Энергия теплая, светлая и искренняя. Энергия, которую невозможно создать искусственно. Потому что она построена годами совместной жизни. Но до тех пор, пока этот день не наступит, все, что мы можем сделать, это наполнить это пространство любовью, не требованиями, не домыслами, а зрелой поддержкой. Потому что любовь также означает предоставление пространства, предоставление времени и веру в то, что построено на прочном фундаменте, не исчезнет только потому, что его редко видят. Мы стали свидетелями стольких моментов, которые стали частью нашей коллективной памяти. Легкий смех, легкие вызовы, песни с измененными словами и застенчивыми улыбками, простые разговоры, которые кажутся более значимыми, чем длинные речи. Все это не исчезает, это живет в нашей памяти, становясь свидетельством пройденного нами пути. В конечном счете, эта история не просто о двух людях, это история о путешествии, о росте, о том, как любые отношения, будь то дружба, единение или сотрудничество, всегда будут меняться со временем. Изменение не означает потерю, изменение – это знак того, что жизнь продолжает двигаться вперед. И мы, как армия, остаемся здесь. Не просто ждем, а поддерживаем, не просто надеемся, а верим, что когда придет время, они вернутся более сильными, зрелыми и, возможно, более спокойными, но все еще сохраняющими то же тепло. До тех пор, пока этот день не настанет, давайте будем бережно хранить эти воспоминания, давайте улыбаться каждый раз, когда видим простой пост, давайте помнить, что близость не всегда нужно видеть, чтобы чувствовать. Потому что настоящая близость не нуждается в свете софитов, чтобы продолжать сиять. И когда они наконец снова окажутся вместе, мы встретим это не сомнением, а с любовью, которую мы взращивали на протяжении всего времени, терпеливой любовью, верной любовью, любовью, которая не принуждает, любовью, которая понимает, что у каждого пути свой ритм, и мы готовы следовать этому ритму, навсегда, вместе, с целыми сердцами, полными надежды и полными доверия.